Всем привет! Меня зовут Слава, и вы на канале «Секреты жизни за границей», где я пытаюсь рассказывать о жизни экспатов. Этот выпуск будет необычный, так как мы собираемся в отпуск. Едем мы на родину к моему супругу в Анталию, поэтому словили себя на мысли о том, что очень мало мест, где нас еще не было. Мы довольно-таки активные путешественники, поэтому я составила список, скажем так, must-see мест, которые я считаю, что достойны вашего внимания. Мы были практически везде, но я надеюсь, что в этом списке вы увидите и нестандартные, и новые места для себя. Да, в этом списке будут и всем известные места, скажем так, попсовые, но без них тоже вы не сможете почувствовать вкус страны. Поэтому еще раз, это будут как малоизвестные, так и популярные места. То есть, если вы живете в этой стране, либо вы планируете приехать и хотите посмотреть что-то интересное и новенькое, то этот выпуск для вас. Хочу сделать пометочку, что Анталия — это не просто город, это целый регион, и он довольно-таки обширный. То есть Кемер, Каш, Алания — это все тоже входит в это понятие, чтобы вы не удивлялись. Да. Ну что, если вы готовы, поехали! Первое место в нашем сегодняшнем списке – это маяк Гелидония. Самый высокий маяк турецкого побережья в районе Кумлуджа в Анталии. Последних пару лет он занял первое место в туристическом маршруте любителей природы. Здесь вы столкнетесь с понятием Ликийская тропа. Это, скажем так, современный туристический трек, который разработан был английским экспатом и путешественником Кейт Лоуд еще в 1999 году. Так вот, маяк Гелидония, расположенный именно на Ликийской тропе, считается самым высоким маяком на турецком побережье. Гелидония официально известна как маяк Ташлык-Бурну, расположен на высоте 227 метров над уровнем моря и в 3 километрах от побережья. Территориально маяк расположен в 12 километрах от известного курортного поселка Адресан. Так вот, к маяку добраться прямо на автомобиле до конечной точки нельзя, так как он расположен на крутых скалах, и от места, там, где вы оставите автомобиль, вам остается пройти около часа средним темпом вверх по Ликийской тропе. Поэтому, если вы захотите встретить, например, закат, чтобы вы рассчитывали на это время. По тропе и наверху нет никаких магазинов, поэтому я рекомендую вам взять с собой как минимум водичку. Делик-Дениз или морская дыра находится в Гази-Паше. Это примерно в 1,5 часах как от Анталии, так и от Алании. Если вы едете в это место самостоятельно, учтите, что дорога идет в виде серпантина мимо банановых рощ, и 2 автомобиля довольно сложно расходятся. Поэтому, если вы не уверены в себе, то лучше на собственном автомобиле в это место не отправляться. До самой точки также доехать не получится. Вы оставляете автомобиль и примерно минут 15 еще идете самостоятельно. Но это место просто завораживает своей красотой. Летом здесь довольно людно. Если вы едете не в сезон, можно взять с собой пледы, мангалы, и многие здесь устраивают пикник. Сападаре-каньон – это удивительное место неподалеку от Алании. Уникальное ущелье, внутри которого теперь есть пешеходный маршрут, привлекает все больше и больше посетителей. Каньон сделали доступным с 2008 года. Навесной деревянный настил протянулся между скал. Были оборудованы ступеньки, позволяющие в разных местах опускаться вниз к горной воде. Также здесь теперь есть паркинг, туалеты, рестораны и магазинчики. В летний период это настоящее спасение от влажной удушающей жары, которая царит по всему побережью. Если вам посчастливилось приехать пораньше или вы оказались здесь не в сезон, вы можете пройтись по мостикам в полном одиночестве, вслушиваясь в пение птиц и шум воды. Здесь довольно много, скажем так, натуральных бассейнов, и вода круглый год стоит около 12 градусов, так что самые отважные здесь даже могут купаться. Амфитеатр, который находится в античном городе Аспендас, является одним из наиболее часто посещаемых исторических мест Турции.
Амфитеатр располагается в черте города Анталия в округе Серик. Он был построен во II веке римским императором, и его каждый год посещают сотни тысяч туристов, пораженные великолепной архитектурой, неплохо сохранившейся до наших дней. Аспендас является одним из немногих в мире действующих амфитеатров, и каждый год здесь проходят фестивали оперы и балета Аспендас. А также ранее здесь часто проходили выступления легендарного турецкого коллектива Анадолу Атеши. Театр славится на весь мир своей акустикой. Вход в театр платный, это 60 турецких лир, также здесь есть парковочка. Если вы хотите увидеть своими глазами действующий античный театр, бонусом старинный город и акведуки, вам точно сюда. Озеро Салда называют турецкими Мальдивами за его белоснежные берега и лазурные воды. Такой цвет объясняется особым химическим составом воды, содержащей гидромагнетис. Салда – это кратерное озеро на юго-западе Турции, в границе района Ешилова и Бурдур. Если ехать на машине от Анталии, это займет у вас около 2 часов. Это действительно волшебное озеро. По составу песок, находящийся там, такой же, как и на Марсе. К сожалению, влияние человека очень сильно заметно, и сейчас уже он не такой белоснежный, но государство делает все для того, чтобы вернуть ему первозданный вид. Поэтому это место в ближайшее время же заслуживает вашего внимания. У меня на канале можно увидеть отдельный ролик про Салда Гёль и лавандовые поля, правила поведения и о том, как оно меняется со временем. Возможно, кто-то и не удивится, но лавандовые поля в Турции – это довольно молодая и уже очень популярная тема. Преимущество лавандовых полей в Турции в том, что они сконцентрированы в одной области, исходя из этого они нуждаются в тратах энергии и в поисках локаций. Все луга лаванды находятся в городах Испарта и Бурдур. Самым популярным является село Куюджак. Пик цветения данного растения не очень продолжительный, около 3 недель. Поэтому имеет смысл ехать в этот район в середине июня, на первой неделе июля. Именно в этот час кустарники лаванды имеют насыщенный цвет и излучают неотразимый запах. Здесь очень много спот-точек для фотографий, много продукции из лаванды, можно попробовать даже лавандовое мороженое. Я всегда рекомендую совмещать 2 в одном: озеро Салда и лавандовые поля, так как они находятся примерно в одном районе. Думаю, что вы видели в интернете подобного рода потрясающие фотографии. Они сделаны в Тазы-каньон, который еще иногда называют Долина мудрости. Высота этого каньона в разных местах составляет от 200 до 400 метров. Каньон выглядит как огромное ущелье в горах, образованное течением реки Кёпрючай. Состоит каньон из труднодоступных и крутых горных скал. Огромное преимущество в том, что практически до самой верхней точки вы можете доехать на автомобиле, и там уже, оставив авто на паркинге, пройти всего 5-7 минут. Причем вся дорога абсолютно адекватная, то есть даже на низком, на простом автомобиле вы можете без проблем доехать. На мой взгляд, это потрясающее место с уникальной природой и, конечно, очередное супер инстаплейс. Кюпрелю каньон должен быть известен тем, кто любит экстрим и хотя бы один раз побывали в Турции на рафтинге. Но это одно из редких мест, которое шикарно абсолютно со всех ракурсов. Кюпрелю каньон – это природный заповедник и полюбившееся многим отдыхающим живописное место, расположенное в окрестностях Анталии в Манавгате. Простирается каньон вдоль горной реки Кёпрючай, длина которой целых 183 километра, и кроме каньона Кюпрелю она образует еще целых 6 каньонов.
Национальный парк славится не только своими живописными видами, но и богатой флорой и фауной. На его территории можно увидеть более 500 самых различных растений. Известная точка локации этого места, мост, находится прямо возле дороги, вдоль дороги. И когда вы будете ехать на Тазы каньон, вы будете это место проезжать. Поэтому я рекомендую вам соединить эти две локации. Чтобы вас сильно не утомлять, я подготовлю еще пару видео с красивыми и малоизвестными местами, а также новые видео из нашего отпуска о том, как изменилась Анталия за время карантина, что сейчас популярно и нужно делать в Каппадокии и много-много классных и крутых мест. Если вы знаете еще места, о которых я не сказала и которые, скажем так, еще мало известны, поделитесь об этом, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, это будет всем полезно, и все скажут вам огромное спасибо. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если вам понравилось, жмакайте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И до встречи! Пока-пока!